Всем привет! У нас сегодня жуткая жара, у нас 40 градусов. Ну, слава богу, что завтра уже будет уменьшаться, а дальше вообще уже там 32. Это вот нормальная, комфортная для лета, для Сербии температура. Поэтому сегодня пережить надо. Мы вот с такими вот классными зонтиками, вот такие, они специально защитный слой имеют, так что спасаемся вот разными средствами. Кепки, зонтики. Никуда бы не пошли днем, конечно, в такую жарищу, но сегодня есть дела, надо сходить сделать. Людей, конечно, немного по улицам, в такую жарищу 40 ходят, но есть люди все равно. Если кому-то куда-то надо по делам, то люди идут. Вот. Ну, вообще мне, конечно, тяжко, хочется куда-нибудь в тенечек. Но мы так идем и находим какой-то тенек, останавливаемся и стараемся идти по тенечку. Вот, в общем, 40 есть 40. Вот здесь хорошо тень от дома. Так, ну что, зонтики опробовали сегодня. Что можно сказать? Конечно, от жары они не спасают, от духоты тоже, но от прямых солнечных лучей прикрывают. В общем, это специальные зонтики от солнца. Здесь где-то есть даже пометочка. Вот она, 50 плюс. Вот, так что, конечно, толк от них есть. Но жара даже больше не от солнца идет, как от асфальта раскаленного, как от сковороды. Поэтому от жара, конечно, он не помогает. Ну и снова на рынок. Идем за фрукточками. Летом вообще в жару хочется только 3 вещи. Это пить, плюхнуться куда-нибудь, искупаться. Я всегда хожу, мечтаю о море. И фрукты. Вот мне больше ничего не хочется. А тебе что-нибудь хочется? Кокос. Никите хочется кокос. Давно причем. В общем, надо осуществить его мечту. Как-нибудь прикупить кокос. Вот. Чтобы мечта сбылась. Что-то какой-то концерт опять, что ли, смотри. Разгружают, по-моему, только, да. Не убирают, а разгружают. Сцену какую-то будут делать. Угу. После рынка передых небольшой. Отдых в тенечке и попить водички. Здесь такое место приятное вообще. Такая тень. Красиво. Посидеть на лавочке приятно. Мы сегодня очень удачно сходили на рынок. Купили много фруктов, потому что завтра еще будет более жаркий день. На улицу мы завтра планируем не выходить. Только вечером погулять и все. Вот, купили, что мы купили? Мы купили вот эту вот кучу фруктов, много-много всего, и это у нас получилось на, так, сейчас скажу, 30 и 100, на 600 где-то 50 динар, вот это все на 650 динар, то есть, соответственно, на рубли это где-то 500-520, наверное, вот так вот. Вот, взяли слив. Сливы классные. Вот такие вот сливы. Это чернослив по 80 динар. Купили на рынке. Персики по 100 динар. Вот такие. Они не очень крупные, но они так пахли здорово. Мне кажется, они будут очень сладкие. И виноградик. Виноградик был по 200. Потому что, в принципе, виноград только начался сейчас. Он еще не дешевый совсем. Будет он дешевле. Яблоки по 150 динар. Вот такие вот красивые. И груши. Груши, ну пакет уже не буду развязывать. Груши тоже очень хорошо выглядели. По 130 динар. Вот. И нам попался такой продавец замечательный, который
действительно ошибся случайно. Он сказал, посчитал на 100 динар больше, и я заметила это. Ему сказала, что немножко вы ошиблись, а он действительно ошибся на самом деле. Что ему так стало неудобно, и он сказал, что извините, я просто перегрелся уже на солнце, и за огрешку, за то, что я ошибся, он нам положил к персикам еще бесплатно вот такие вот 3 нектаринчика. Вот, в общем, вот так вот. Видно было, что человеку реально было неудобно из-за того, что он ошибся, неправильно сказал. Вот, так что вот такие продавцы бывают. Вот такой вот натюрморт у нас получился. Сейчас еще раз цены озвучу, просто для того, чтобы перевести их в другие валюты, чтобы было понятно, что почем. Все уже попробовали. Виноград очень вкусный. Стоил он 200 динар за килограмм. И темный, и светлый. Груши тоже очень вкусные. У них цена 120 динар за килограмм. Персик тоже хороший, по 100 динар за килограмм. Слива жестковатая, оказалась не такая сочная. Она стоила 80 динар за килограмм. И яблочки еще не пробовали. Стоят они 150 динар за килограмм. Вышла поливать свои растения к вечеру. А тут насекомых. Тут же рядом еще такой же, только коричневый какой-то. В общем, да, в Сербии столько насекомых. Что-то он сидит, умывается, что ли, что он делает? На моих хризантемах. Мы пошли гулять к вечеру. Поедем в центр, посмотрим, что там интересненького. Да и вообще просто воздухом подышать. Даже вечером сегодня душно. Сегодня очень жаркий день был. 40. И прям даже к вечеру чувствуется, что было очень жарко. Не хочет остывать. Сейчас съездим в центр. Посмотрим, может там что-то интересное есть, развлекательное. Ну, нет, так просто погуляем. Подышим воздухом. Да, рядом с водичкой, с рекой полегче. Ветерочек такой. Чуть-чуть свежее, но все равно жарко. Вот там что-то, где мост, какие-то там лучи прожектора. Может быть, что-то интересное. Пойдем посмотрим. Специально вышли пораньше из автобуса, чтобы пройтись вдоль реки, подышать.
Вот такая вот луна половинчатая у нас висит. Вообще, конечно, странно это, но на небо очень часто я смотрела в Крыму, когда мы жили, и здесь в Сербии, потому что и здесь, и там очень хорошо видны звезды по вечерам, и интересно смотреть. Вот. А в Подмосковье, когда мы жили, я никогда не смотрела на небо, на звезды, потому что их там просто не было видно. И как бы темп жизни, то есть постоянно куда-то надо было ехать, возвращаться, бежать в магазин, готовить, утром вставать. В общем, жизнь какая-то суматошная, сумасшедшая. Не до этого было. На звезды я там не смотрела. Вот. В Сербии тоже хорошо они видны, так же, как и в Крыму. Ну, как я уже говорила, и кому-то писала, по-моему, комментарий о том, что почему все-таки Сербия сильно похожа на Крым. Вот я постоянно об этом говорю. Очень по простой причине, потому что и Сербия, и Крым, и вот Краснодарский край, Ставропольский край, они находятся все практически на одной широте, там 43-45 градус. Вот, поэтому климатические условия практически одинаковые. Растет все то же самое. Ну, единственная разница то, что отсутствие моря. Вот. И с этим тоже, конечно, есть разница, потому что моря нет, соответственно, немножко ландшафт другой. В общем, а так сильно похоже, да. В общем, пока мы не поняли, что это такое, подошли сюда поближе, но все равно ничего не понятно. На мосту что-то установили. Какие-то прожектора, какая-то металлоконструкция. А что это, непонятно. Сейчас пойдем посмотрим еще поближе. Пройти-то там можно, вон ходят люди. Это кафешка на воде. Ой, нет, все-таки возле воды лучше сидеть. Прям здорово. Ветерочек сразу свеженький. Приятно. После 40 градусов, тем более нам сегодня пришлось выйти в такую жару на улицу. Поэтому мы сейчас просто наслаждаемся. Половинчатая луна. Вот, кстати, совсем недавно почему-то меня вдруг заинтересовало, что же такое луна вообще. Я была в шоке, потому что предположительно, по одной из версий, луна — это часть Земли. Вот, в общем, все было очень интересно. Ну, конечно же, это версия, но которая на данный момент считается самая достоверная, что ли, не знаю. Что когда-то Земля столкнулась с планетой, которая проходила мимо, и называлась эта планета Тея. И при столкновении Тея-планета счесала часть Земли, вот, и ушла в центр Земли. То есть внутри нашей Земли находится другая планета, Тея. Вот. А та часть, которая счесалась, она ушла, образовала такое кольцо вокруг Земли. То есть все эти камни, все, что было часть счесана с Земли, она какое-то время крутилась кольцом, как вот у Сатурна есть кольцо. Вот, также крутилась кольцом вокруг Земли. Вот, а потом в какой-то момент она соединилась в одно, что-то одно, и получилась Луна таким образом. Вообще бред полный. Почему бред? Почему? Ну, всем известно, что Земля плоская и стоит на 3 слонах. Ага, а так. они, в свою очередь, стоят на большой черепахе. Ты Но что? мало кто знает, Так, что там еще была ворона, которая держала кусочек сыра. И так. она его однажды выронила. И все, и он остался болтаться. Вот Дай-ка он я теперь тебя завпечатлю вот Вот этого он теперь фантазера. на небе и светит себе. Фантазер. Вот и все, никто не в курсе. Это вам в школе понимаешь? так объясняли или в институте? Если не знать магию, то весь мир покажется физикой. Знаете. Ну, в общем, ладно, вот. Версии существуют разные. И что Земля на 3 слонах очень держится на большой черепахе. Вы и Но- дальше верьте в свои эти круглые Но дела. последняя версия, которая мне больше нравится, это то, что Луна это когда-то была Земля вообще, это часть Земли. Вот. Но самое интересное, что меня впечатлило, что по этой версии
Луна, она настолько сильно влияет на Землю, то есть она не то чтобы она по ночам освещает ее, нет, это все ерунда, это как дополнительно. Она ее каким-то образом удерживает в определенном, то есть ось Земли благодаря Луне держится под определенным градусом, 45 градусов. И именно поэтому на нашей Земле происходит смена времен года. То есть если бы Луна не держала Землю за ось в определенном направлении, то у нас в течение суток была бы и зима, и лето, и весна. В общем, выжить было бы невозможно. Вот, так что, и не только это, в общем, Луна настолько влияет сильно на Землю, что многие не догадываются. Я в том числе не догадывалась, пока не узнала все это, не прочитала. В общем, очень интересно поднимать голову повыше, отрывать ее от земли и поднимать вверх, и смотреть, и потом интересоваться. Супер интересно. Ну что, пошли дальше смотреть, что там все-таки. Что там подозрительная тишина, прям вообще ни музыка не играет. Непонятно, что это такое. Либо закончилось, либо не началось. Скорее всего, закончилось, потому что уже все гремело, а сейчас нету. Угу. Ну пойдем все же посмотрим. Почему пришли к такой версии, что Луна все-таки это часть Земли? Потому что когда взяли анализ, оказалось, что он полностью на 100% соответствует составу Земли, ну, на нашей Земле, в общем, составу Земли. Вот. И отличается тем, что у нее ядро не как у Земли большое, а очень маленькое. И она является практически, можно сказать, пустотелой. В общем, Луна, в отличие от Земли, она более легкая. И когда на нее сбросили специально какой-то груз, там что-то, я не знаю, спутник какой-то уронили специально, она звенела как колокольчик долгое время. То есть сделали сначала такой вывод, что, возможно, она пустотелая внутри. Но это оказалось неправда, она не пустотелая, но плотность Луны намного меньше, чем у Земли. Поэтому она более легкая и такая вот создает такой звон, если ее сильно ударить. Вот. В общем, когда я узнала про то, что специально на нее там роняли что-то, мне стало страшно. Думаю, а вдруг она разломится? И что тогда будет на Земле? Как я уже сказала, тогда будет в течение суток и зима, и лето, и вообще кошмар. В общем, Луну надо беречь так же, как и Землю. Вот не просто так мне такие мысли приходят на берегу реки, да, вечером. Потому что в такой атмосфере, когда ты сидишь у водички, приятно, вокруг природа, вот тебе Луна, вот она висит прямо над нами, то хочется думать о чем-то важном на самом деле, потому что это только кажется, что это так не важно, это все далеко и ерунда какая-то. На самом деле все это очень важно. Ну не важно, конечно, не важно. Важно, не важно. Не важно, важно. Там вот кафешка, не знаю, видно вам или нет, просто забита людьми. Все столики заняты. Ну, в общем, мы вышли на мост. Пока здесь ничего не происходит, но, может, мы правда опоздали. Что-то там, похоже, собирают. Вон ноги торчат. И что-то там уже, похоже, собирают. В общем, что-то мы опять пропустили. Людей на площади очень много. А вот там тоже что-то есть такое. Посмотрим. Ну, что-то какие-то конструкции стоят, но непонятно, ничего не происходит. То ли их только собирают для чего-то, то ли уже все пропустили, не знаю. Как всегда, фонтанчик.
Детки бегают, веселятся. Развлекачка такая. Каждый год это происходит. Так, что же там за конструкции такие? Пойдем смотреть. Как ты думаешь, что это, Никит, за конструкции такие? Слушай, а там вот что-то... А, это просто поливают газон. У меня даже идей нет, вот честно. Тут такой может быть экран и поперек. А вон, видишь, моста. еще вон, возле дома градоначальника. Тоже что-то. В общем, пока не знаем, что это. Это зачем? В общем, мы поняли одно, что это только собирают, еще не увозят. В общем, что-то здесь будет интересное. И вокруг площади везде все заставлено. И, видимо, ограждать все это будет, потому что стоят вот такие вот штучки оградительные. Заборчики. В общем, не знаем, что это будет, но что-то грандиозное, интересное. Может быть, выходные, может, к выходным. А, кстати, сегодня же пятница. Может быть, завтра или послезавтра что-то будут проводить. Так что приедем завтра, посмотрим. Вообще-то завтра я хотела... Я еще не говорила Никите, но я хотела попасть в Нишкобаню на концерт. Там вечером будет концерт. И я хотела туда вообще-то съездить. Бесплатный концерт, там на площади он будет, возле фонтанов. Сербская народная музыка. Мы уже были на таком концерте, мне очень понравилось. Если это будет что-то похожее, то будет очень интересно. Это цветочки. Машина, бочка поливает вечером. Не цветочки, а растения, вот деревья. Да, то здесь, как всегда, гонщики. В общем, здесь огораживает что-то. Вот, Никит, смотри, что я увидела. Ты видишь? Вот это ограждения стоят из гостиницы. Их будут ставить вот так вот. Ты видишь, это что? Это ковры, типа красная дорожка. То есть их будут расстилать. В общем, что-то здесь такое будет. Стелят красную дорожку. Ставят вот эти вот ограждения такие. И кто-то будет выходить из гостиницы. Я не знаю, что это. Но, в общем, что-то будет. Тебе не кажется, что это может быть связано что-то с спортом? Опять баскетбол, что-то такое. Может быть, какие-то известные баскетболисты приедут. Но это так, предположение. Закончилось предположение. Можно вставить слово? Да, говори. Да, в прошлый раз оно так же выглядело. Тоже Да, автобус ты думаешь? подъезжал, тоже что-то расставляли. Какой-то стенд был. Они заселялись, правда, не сюда заселялись, а в другую гостиницу рядом. Ага. То есть у тебя тоже предчувствие подсказывает, что это что-то связано со спортом? Мне кажется, это что-то связанное с кино. Но... Кино? Да. Ну, может, не исключено, что и со спортом. Мы сейчас на остановку не пойдем. Решили пойти в крепость. Там сейчас хорошо, жарко не должно быть. Там много деревьев, земля. Чем этот асфальт. Не хочу больше жаркий асфальт. Вот. И через крепость мы просто пройдем, там погуляем, может, еще посидим немножко. А потом пойдем по дорожке домой. До нас оттуда идти, наверное, минут 20. Не так уж много.
В общем, мы прочитали в новостях, это со спортом не связано, мы не угадали, это связано с кино. То есть дорожки, вот то, что положили там красные, это будут какие-то артисты. Кто, не знаю. Вот. С 25-го это будет. Завтра у нас только 22-е. Значит, мы успеем и на концерт Мишка Баню съездить вечером. Вот. А 25-го надо будет сюда приехать, в центр. И, в общем, будет на территории крепости, вот она, трансляция каких-то фильмов. Вот. А все такое красочная встреча артистов будет проходить здесь на площади. И я так понимаю, что вот здесь вот на мосту тоже будет трансляция фильмов, потому что там тоже установлены экраны. В общем, интересно, надо не пропустить, постараться. В общем, с 25 августа у нас здесь начнется фестиваль, который неделю будет идти по 30 или 31 число. Вот. Каждый день будет новая программа. Будем приходить сюда каждый день и смотреть. В общем, и музыка будет и современная, и музыка классическая. В общем, много всего, я поняла, будет интересного. Так что будем приходить и смотреть. Пойдем. Что ты там? Что ты за звуки издаешь? Такса пошла в другую сторону. Я уже говорила не раз, собак не особо люблю, потому что люблю котов, кошек, но такс обожаю. Мне очень нравятся таксы. Если бы я завела когда-нибудь собаку, то это была бы точно такса. В общем, мы немножко погуляем и... Ой, здесь хорошо, да? Вот чувствуется сразу свежий воздушек. Да? Есть такое. И пойдем домой. Но тоже пешочком не поедем. Как же здесь вечером классно гулять. Вообще уходить не хочется. Просто супер. Такая свежесть появилась. Просто класс. Людей мало. Особенно вот в этой части, где мы остановились. Почти никого нет. Расскажу про то, как мы вообще приехали первый раз в Сербию. Были мы здесь вообще раньше, потому что мне задали такой вопрос. Приехали в Сербию первый раз. Мы здесь не были еще ни разу. Но на тот момент у нас здесь жил знакомый наш земляк, который жил здесь уже больше года, там 1,5 года. И, в принципе, он нам немножко уже так вел в курс вообще, что из себя представляет город Ниш, Сербия и так далее. То есть какие-то нюансы мы могли у него поспрашивать. И он нам рассказал. Вот. И еще на тот момент я общалась с нашим вот риэлтором, через которого мы купили нашу квартиру. То есть я ему писала какие-то вопросы, он мне отвечал. Это, да, конечно же, я также смотрела на ютубе ролики, вот, так же, как сейчас вы смотрите мой канал, также смотрела людей, которые уже на тот момент переехали, и узнавала, то есть собирала всю информацию. Вот. В общем, на тот момент только это я все знала о Сербии. Больше я не знала ничего, ни разу здесь не были мы с сыном.
Вот. Более того, я могу сказать, что до 23 года мы не были вообще нигде за границей. То есть мы жили только в России, в Подмосковье, и моя родина Крым, я там родилась, выросла, и каждое лето мы ездили отдыхать в квартиру родительскую, к себе туда, в Крым, в город Керчь. Вот. Пока сын был маленький, мы проводили там все лето, а потом стали приезжать на отпуск. Вот. В общем, каждый год мы мотались в Крым. Это все наши были поездки. Все остальное время мы находились в Подмосковье, там учились и работали. Ни одной поездки за границу у нас до 23 года не было. Вот. В 23 году мы приехали один раз сюда, в Сербию, уже с деньгами, потому что мы решили, что мы хотим приобрести здесь жилье. То есть заранее мы сюда не приезжали, ничего не узнавали, ничего не смотрели. Но, как я уже объясняла, так как это был 23 год, деньги не надо было везти сюда все руками, они лежали на счету в банке в российском, и когда они нам все понадобились, тогда, когда мы уже нашли себе квартиру подходящую и хотели ее уже купить, вот тогда мы сделали перевод из России в Сербию и на эти деньги купили квартиру. Вот. Но, как положено, 20 тысяч в эквиваленте долларов, то есть мы везли евро, но в эквиваленте 20 тысяч долларов мы привезли руками. То есть мы к этому готовились и сделали это все за один раз. Приехали, нашли, купили. Все. И, как я уже сказала, этого мы не ездили за границу вообще ни разу. В 24 году мы приехали второй раз, чтобы заключить уже договор, а не предуговор. И в 25 году мы переехали сюда насовсем. Мне очень нравится сербская музыка. Супер.